Всем привет, дорогие зрители и случайные подписчики. На связи TuzForce. Я хочу кратко рассказать вам про новую игру Legion TD2, которая релизнулась 1 октября в Steam. Если коротко, всем, кто играл в LTD в Warcraft, LTD2 зайдет. К ознакомлению крайне рекомендую, если ваш ПК подходит под системные требования. К тому же, стоит она немного, 450 рублей. Это вам не Nintendo Switch'ский 8К гейминг. Угу. А теперь подробнее, почему так она мне понравилась. LTD 2 намного менее душная, чем оригинал. А конкретнее, нет бесконечных РМК, как в Варике. Если на первый построишь на все деньги, обязательно отобьешься. Второе, катки длятся максимум 31 минуту. Нет бесконечных тягомотных игр. В Варике, когда уже за 20-ю, идут очень долгие отбития, при этом все жутко лагает на любом компе. Вообще удовольствие так себе. Как раз стоит отметить, что новая LTD-шка вообще не лагает, если железо более-менее соответствует системным требованиям. У меня комп далеко не топовый, но все шикарно. Так и при этом работает FSR, о котором я подробнее говорил в ролике про то, как играть в Варик, что дает запустить ее на слабом железе. Также важно отметить, что катки находятся за 10-20 секунд. Не будешь сидеть как в Варике по полчаса в ожидании соперников. Еще один плюс: в нерейтинговой игре ты выбираешь сам, какой билдер у тебя будет. А именно, или билдер одной из 8 раз, хаос, каждую волну новый набор для постройки, сверхразум, войска случайные, но можно перебросить. Этот режим используется в рейтинговой. Или гибрида, строительство случайной боевой единицы из определенного тира. На старте недоступны гибрид, хаос и дополнительные режимы у сверхразума. Каждый открывается в магазине за 9000 внутриигровой валюты. В целом фармится валюта довольно быстро, особенно если вы будете проходить кампанию. Примерно за 1-2 дня активной игры можно накопить на нового билдера. Хочу отметить удобный интерфейс. Почти на все есть горячие клавиши, разве что для грейдов Кинга нет хоткеев. Да и мини-карта совсем мини. Сделать бы ее побольше раза в 1,5 и менее прозрачной, а то она совсем не информативная. Все сделано максимально дружелюбно для новичков, насколько это вообще возможно. Когда выбираешь, кого построить, то там видно, хороший ли тип атаки, защиты под следующую или нет. Тебе не надо выучивать и помнить табличку типов атаки и защиты. Впрочем, она доступна в процессе, если надо. Как и просмотреть, какие когда будут враги и с какой обилкой. Также есть подсказки, подходящая ли стоимость армии у тебя, то есть нужно ли тебе достроить войска или стоит добавить инкома. Также удобная функция, что есть возможность посмотреть характеристики и способности улучшенной боевой единицы заранее. В интерфейсе показывается, сколько получено золота от протечек вражеских, сколько потерял на своих. Легко увидеть, сколько рабочих у союзников, и в соответствии с этим выстроить свою инкомную стратегию. Обращу ваше внимание на то, что справа есть табличка, которая обновляется каждый раунд, по которой видно, кто играет лучше. Ну и как правило, это связано с тем, кто грамотнее инкомит. Если ты хоть и все отбиваешь, но инкома нет, ты будешь внизу списка. А если и максимально инкомишь, и отбиваешься, будешь на первом месте. Я обязан рассказать о крайне удобном анализе игр через историю. Увидел у кого-то классный билд? Так посмотри его войско на любой из волн, или проанализируй свой плей. Хочу отдельно отметить, как реализован король. На него есть грейды, но они процентные, а характеристики короля апаются сами со временем. Так что не будет такого, как в LTD, что вы можете внезапно проиграть на одной протечке. Как правило, Кинг отбивает пару раз спокойно, но регена в целом-то и нету. Да и протечки дают очень много денег врагам, особенно в лейте, поэтому похалявить не выйдет. Теперь хочу поговорить о новых механиках. Переделана система инкома. Нет грейда на рабочих, но количество рабов не ограничено. Звучит как некое оказуаливание. Но думаю, такое решение позволило намного проще отбалансить инком, особенно учитывая совершенно другую динамику. Есть система автопосыла. Она шлет на все кристаллы перед получением инкома, то есть приносит максимальное количество голды. Оставить эту галку включенной или нет, решать вам.
Почему-то в обучении об этом не говорится, но с 15-й за те же 50 голды строишь уже не одного рабочего, а двух. Данное решение мне очень нравится, хоть местный инком окупается довольно быстро, волны за 4 примерно по моим ощущениям. Все равно, с 18-й как раз примерно пропадает смысл инкомить. Оно просто не окупится. А так окупаемость падает до 2 волн, что позволяет дольше инкомить или устроить жесточайший засыл в лейте. Также у вас появляется на выбор один из 3 талантов после 10-й. Перечислю, какие мне встречались, и добавлю мою им оценку. Первый. Ничего не выбираете, получаете 90 голды. 90 голды – это почти 2 веспа. Если остальные обилки не нравятся, почему бы и нет? Второе. Обилки на ауры выбранному юниту. Они дают, например, 5,5% атаки и защиты, 22 вампиризма, мана-реген. В целом, все это полезно, но зависит от вашей сборки. Третье. Обилка на продажу. По стандарту вы продаете за 60%, а с этой обилкой вы получаете сразу немного золота, и продажа идет уже с 90% стоимостью. Иногда довольно полезно. Четвертое. Темный ритуал. У кинга забирают 20% здоровья, вам дают 140 голды. То есть вы за 20% здоровья кинга получаете дополнительно 50 голды. Учитывая, что кинг почти не регенит, это не то что плохой, а даже вредный талант. Пятое. Получаете просто деньги, доход, дерево. Думаю, нечего объяснять. Шестое. Платите 100 золотых, потом вам вернут 3 сотни. Сомнительно, на мой взгляд. Седьмое. Временно увеличит доход кристаллов, потом его дебафнут. Ну такое. Восьмое. Урон способностями у выбранного солдата увеличен на 55%. Если дать это медоцвету с его процентным уроном, или есть дальник, который стакает атаку на враге и при этом стаки наносит урон способностями, в общем, если накинуть на кого-то подобного, то это просто жесть. Девятое. Баф скорости атаки и стан. Полезно, если накинуть, например, на Зевса с его и так хорошей скоростью атаки. Перерождение. После смерти ресается юнит, но будет иметь не больше, чем 1500 хп. Вроде неплохо, но мне на практике не сильно помогало. Полностью переделана аура. Ну как переделаны? Их вообще нет. Теперь это скорее бафы, как от Оракла в оригинале. В розочке вокруг все получают баф от него, то есть максимум всего 6 юнитов. Зато если умирает бафер, то аура не пропадает. Также, если юнит, на которого действует аура, вызывает другого, то и вызванный получает эти бафы. Это изменение приводит к тому, что нельзя бездумно строиться в линии. Надо делать смещение на одну клетку и в целом заранее продумывать, какие ауры на ком будут. В целом ничего сложного нет. И если хоть немного подумать головой, то все будет окей. Но данное изменение приводит к тому, что билдер-гибрид, который строит случайных юнитов из определенного тира, стал очень слабым, на мой взгляд. Ведь в ЛТД он хорош именно тем, что он строил все ауры рано или поздно, и они работали на всех. А теперь важно правильно располагать юниты вокруг аур. Нельзя же предугадать, кто будет аурой. Наверное, поэтому никто им и не играет. А также в Т6 есть вонючие кладки. Нет возможности переставить юнита. Мне, например, этого очень не хватает. Особенно это здорово с местными аурами, но, видимо, так сделано из соображений баланса. Деньги с протечек идут даже если союзники отбили своими войсками, не дав дойти до кинга. И когда кинг убивает крипов, и когда ранят кинга. На тактику и стратегию игроков это не особо влияет, но сказать про это, думаю, стоило. Мне не довелось этим пользоваться, да и я не замечал, что кто-то другой их юзал, но здесь реализованы удобные пинги, через которые можно дать сигнал, когда засыл, пингануть вопросиком или большим пальцем. Хоть на практике в этом не очень много смысла, но от этой функции вреда нету. Если игрок теряет соединение с игрой и вылетает, то он не пропадает полностью, а за него начинает играть бот. Да, бот не особо гений, может протекать, плохо инкомит, но если игрок вернется довольно быстро, то вполне возможно будет продолжить играть. И даже имея в союзниках бота, я выиграл против более сильной тимы. Так что И не худший союзник. Юниты, хоть и часто прям скопированы из Варкрафта, типа огнеметчиков и Зевсов,
Но есть и уникальные, со своими интересными механиками. Например, волки, у которых два варианта грейда. Один очень сильный, но получает дебафы на статы, если рядом с ним стоит кто-то дороже, чем он. Или второй грейд. Он сам не очень сильный, зато получает бафы, если рядом с ним стоят воины дороже, чем он. Есть Морлок, у которого копится мана за смерти рядом с ним, и чем больше он накопит маны, тем больше у него будет атаки на финальном грейде. Например, может иметь не 150 атаки, а 450 при фулл стаках. Но в финальном грейде он ману уже не получает. Есть козочки, которые заливают ману другим, и это дает огромный потенциал для имба-стратегий. Также есть юниты, которые бесконечно стакают себе атаку, что позволяет убивать очень плотных боссов. Но при этом урон у них, как правило, стакается именно на конкретном крипчике. И при агре на другого стаки приходится набирать заново. У юнитов тут практически нет коллизии, то есть они спокойно стоят один почти в другом. Это приводит к тому, что они не толпятся, друг друга не мешают, но из-за этого милишники неплохо фокусят по одному, а не будет фокус распределяться более-менее равномерно между соседями. На этом мои мысли по поводу LTD2 закончены. Хочу лишь сделать маленький гайд, который может помочь новичкам. Да, у меня самого опыт не сильно большой. 3 дня стримов, 16 часов по статистике Стима, но я много играл в LTD в Warcraft, и в целом у меня кое-что получалось на стримах. Поэтому я имею смелость взять на себя роль гайдодела. Тут, как и в LTD, лучше знать, кто как отбивает первую. Мне, например, очень нравится медоцвет. Цветочек с горелкой, как у голема в Арике. Он отбивает и первую, и вторую почти. Постройте любого Т1 юнита, и они вдвоем отобьют вторую спокойно. А вы сможете сделать 2 виспов на первый и 1-2 на второй. В общем, сразу уйти в инком. Также мне этот цветочек нравится тем, что его горелка стакается. То есть можете построить хоть 200 цветков, и от каждого будет работать горелка. Так еще у этой горелки, помимо фиксированного урона, есть и процентный, зависящий от хп противника. Поэтому в рейтинговых я предпочитаю лочить себе именно их. Как я стараюсь инкомить? Количество рабочих равно +1 от номера волны, плюс деленные на 50 деньги от протечек врагов и минус деньги от недополученных на своих протечках. Около 10 нужно строить уже побольше виспов, но в целом, придерживаясь этой несложной формулы, данные для которой можно легко узнать из интерфейса, у вас все будет в порядке. Стройте юнитов не в линию, а по диагоналке, чтобы ауры работали на максимальное количество юнитов. Стройте апайте юнитов, которые максимально подходят по типу атаки защиты подкрипов. Ну и тут, конечно, надо смотреть. У дальников важнее подходящий тип атаки. У милишников, особенно танков, не так важен тип атаки, как тип защиты. В целом опасайтесь 7, 13 и 18 волны. Они довольно сильны, и под них можно отправлять врагам. Я так на 18 пробил врага, который существенно опережал меня по счету. Все это актуально на момент написания сценария, а именно 7 октября 2021 года. Поэтому, если спустя 10 лет и 100 патчей все будет по-другому, не кидайте в меня какаха мини-мытами. Смотреть завтрашний день могут все, а вернее не ТОС. На этом, мои сверхразумные зрители и пораженные хаосом подписчики, я заканчиваю данный видосик. Надеюсь, он вам зашел. Если он вам зашел, не забудьте подписаться. Всем лавок, скамеек и пистолетов.